Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш ролик будет про деньги. А если точнее, деньги певцов-кастратов, о которых мы с Пушистиками не рассказывали вам давненько. Самое время! Вы узнаете из ролика о безумных гонорарах этих певцов, их дорогой собственности, их настоящих финансовых рекордах. Все это вас очень поразит, потому смотрите до самого конца. Эти ребятки, певцы-кастраты, самые известные из них, конечно, очень неплохо зарабатывали. Настолько, что в наиболее урожайные годы практики количество детей, которых родители добровольно уродовали ради потенциальных заработков, составляло 4-5 тысяч в год. Все ли достигали денег и славы? Конечно, нет. Их были единицы, но зато до нас дошел пример о приеме на работу итальянских музыкантов, которые были завербованы по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Среди них есть некий Лаврентий или Лоренцо Салетти, певец высочайшего уровня. Этот кастрат был одним из тех, кто пел в оперном театре Мадрида, в театре, который фактически с нуля создавал сам Фаринелли. Фаринелли же набирал и труппу для него из наилучших певцов Европы. То, что Салетти проработал в испанской столице несколько лет при таких обстоятельствах, говорит о его высочайшем профессиональном статусе и высочайших гонорарах. В документе нашего русского двора есть отметка о том, какое жалование ему положено. 2000 рублей в год. Конвертер денежных единиц говорит, что наш современный эквивалент – это 31 миллион рублей. Около 3 миллионов в месяц, не считая традиционных приятных подарочков, золотых табакерок и часов, лошадок, экипажей. Очень достойный уровень дохода и жизни. На фоне того, что многие итальянцы обретались в состоянии крайней, предельной нищеты. Между прочим, Зайка напоминает, что по-прежнему нас без подписки смотрят 90% зрителей. Чтобы не пропустить новые ролики, оформите подписку на канал прямо сейчас, просто нажав соответствующую кнопочку под видео. Кстати, несмотря на то, что к 18 веку дорожка в России уже была хорошо проторена итальянскими архитекторами, музыканты-итальянцы долгое время побаивались нашей родины. Потому Россия очень запоздала в плане знакомства с таким явлением, уже заразившим всю Европу, как итальянская опера. Россия пугала всех, не только кастратов с их очень чувствительными голосами. Но в 30-х годах 18 века музыканты-итальянцы, набравшись смелости, начали к нам приезжать, постепенно все активнее. И в итоге вошли во вкус, ощутив явный перевес гонораров над ужасами русских морозов и дикостей. Английский музыковед и композитор Чарльз Бёрни пишет в своих восхитительных музыкальных дневниках в 1770-м: «В Бреши, в гостинице, где я остановился, в соседней с моей комнате жила труппа оперных певцов, по-видимому, весьма веселых. Они только что вернулись из России, где провели 14 или 15 лет. Расспросив, я узнал, что первым певцом среди них был кастрат Луини Бонетто. Говорят, он все еще богат, хотя и потерял в одну ночь за картами 10 тысяч фунтов из денег, заработанных своим талантом». Действительно, существовал такой кастрат, как Доменико Луини по прозвищу Бонетто. Он проработал в России с 1758 по 1770 и, по всей видимости, также провел в нашем Отечестве более десятка лет по причине хорошей материальной базы. Отнесемся скептически к размеру проигрыша кастрата Бонетто. Вряд ли он мог заработать столько, чтобы в один вечер проиграть 104 миллиона наших современных рублей. Скорее всего, Бёрни передает информацию, преувеличенную молвой. Однако из этого преувеличения понятно, что Бонетто в самом деле вернулся в Италию богачом, и его состояние перемещается для окружающих в категорию абсолютно неосознаваемых сумм.
И все же нашествие певцов-кастратов в Россию не случилось. Например, вместе с Салетти в 1742 по указанию Елизаветы Петровны к нам был приглашен всего один – Пьетро Мориджи. При этом меньше чем через год Мориджи покинул Россию, сославшись на плохое состояние голоса из-за нашего климата. А Лоренцо Салетти прижился и прожил в России целых 15 лет. Это после испанского-то климата. Думается, что ведущую роль в этом также сыграл фактор материального благополучия. Еще один мой любимый пример финансового успеха кастратов – Карло Броски, известный широкой публике под псевдонимом Фаринелли. Почти четверть века он занимал негласно при испанском дворе положение премьер-министра. При этом честный и прямой характер певца не позволяет заподозрить его в коррупционных схемах, потому его состояние можно считать честно нажитым. Это земля и вилла под Болоньей, коллекция картин лучших мастеров, вазы, дорогая посуда, те же пресловутые золотые табакерки и так далее. Фаринелли вернулся в Италию с подлинным музейным собранием. Кроме такой собственности, он привез несколько клавесинов, названных по именам великих художников: Рафаэль Урбинский, Корреджо, Тициан, Гвидо. На 4 именах Берни перестает перечислять клавесины Фаринелли пометкой «и так далее», давая понять, что список только начат. Для сравнения, сейчас стоимость фабричного клавесина, не позволяющего говорить о том, что это инструмент-шедевр, составляет 500-600 тысяч рублей. Инструменты из иной ценовой категории, созданные частными мастерами, могут стоить 1,5–2 миллиона. Но даже они вряд ли сравнятся с теми, что составляли маленькую коллекцию Фаринелли. Его Рафаэль или Корреджо были изготовлены лучшими мастерами Европы того времени, уровня изготовителей струнных, таких как Амати или Страдивари. О космической стоимости клавесинов Фаринелли можно только гадать, но у нас есть точные данные о доходах этого певца еще до испанского периода. Что ты говоришь, зайка? У нас есть телеграм-канал про музыку, в котором много иных занимательных, странных и потрясающих фактов. И, конечно, сама музыка. Ссылку на канал оставлю в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, в Лондоне жалование певца составляло 2000 гиней, а в своих бенефисах он получал невероятные суммы: 200 гиней от принца Уэльского, 100 фунтов от испанского посла, 50 от австрийского, постольку же от герцога Лидского и от половины английской знати. В общей сложности за год пребывания в Лондоне Фаринелли заработал, как полагали, 5000 фунтов. Конвертер старинных денежных единиц говорит, что это чуть больше 52 миллионов рублей. Этот же Фаринелли, создав свой театр в Мадриде, пригласил туда, среди прочих, Джованни Мансуоли, впоследствии дававшего уроки пения самому Моцарту. Молодому, но крайне многообещающему Мансуоли было назначено годовое жалование в 16 тысяч дукатов. Непонятно, почему источник указывает зарплату певца не в дублонах или в реалах. И про какие дукаты идет речь, австрийские или венецианские. В любом случае, годовое жалование Мансуоли находится в коридоре 64–85 миллионов рублей. Еще один великий кастрат Джованни Карестини по прозвищу Кузанино. После путешествий по Европе и работе при нескольких европейских дворах он решил обосноваться в Неаполе. В ходе переговоров о зарплате он заявил: «Если вы хотите оказать хорошую услугу этому городу, — писал Карестини, — вы положите мне жалование в 800 испанских дублонов. Иначе прошу меня не беспокоить. Меня ждут другие контракты, и я надеюсь, что вы не хотите повредить мне. Вы прекрасно знаете, что сегодня в Италии нет мне равных, и я спокойно могу рассчитывать на 1100 дублонов». На фоне остальных уже озвученных гигантских сумм требование 8 миллионов рублей кажется поистине скромным. Уже упомянутый Берни в 1770-м, будучи в Падуе, имел возможность услышать кастрата Гаэтано Гвадани в церковном хоре в то время года, когда в его услугах не нуждались в Лондоне.
Вот что Берни написал об этом. В этом хоре на постоянном жаловании содержится 8 кастратов, в том числе сеньор Гваданьи. По своему вкусу, выразительности, внешности и игре он намного превосходит своих коллег. Он получает 400 дукатов в год. При этом он должен петь всего на 4 основных праздниках. В Падуе использовались венецианские дукаты, потому цифру мы знаем довольно точно. После конвертации получается 1 600 000 за 4 выступления. То есть один выход Гваданьи приносил 400 000 рублей. Но среди всего этого благополучия мой любимчик, конечно, Гаэтано Майорано по прозвищу Каффарелли. Он умел не только зарабатывать, но и копить, поддерживая при этом великолепный уровень жизни. Не всегда он проявлял себя как крайний жмот. Например, когда Карестини требовал себе 800 дукатов в Неаполе, Каффарелли согласился на 500, хотя в целом такие подвиги были ему не свойственны. Этот певец был настолько богат к моменту наступления пенсионного возраста, что, уходя на покой, не просто отстроил себе шикарный особняк, но купил целое герцогство, титул и соответствующий кусок земли. После смерти племяннику Каффарелли, помимо этой восхитительной собственности, достались оставленные дядюшкой 300 000 дукатов. Опять же, неясно, говорится ли про австрийские или венецианские. В переводе на рубли венецианских получается сумма в 1,2 миллиарда рублей, австрийских 1,6 миллиарда. Восхитительно! Конечно, заработки певцов-кастратов могут не так поражать воображение на фоне доходов некоторых современных исполнителей, например, Канье Уэста, обладающего почти 3 миллиардами долларов. Но стоит учитывать, что современные исполнители имеют возможность обрабатывать аудиторию по всей планете и зарабатывают не только своими живыми выступлениями, но и продажей собственных записей. Как думаете, если бы певцы-кастраты жили в подобных условиях, смогли бы они стать долларовыми миллиардерами? А на сегодня все. Мы научим вас любить вокал. Если вы не понимаете, почему я все видео обращаюсь к Зайке, так вот, Зайка все видео лежала рядом и просто пряталась за кадром. А сейчас она решила сняться, потому что это ее любимый формат. Да, Зайка?